Голубоногая алуша – это морская птица, принадлежащая к семейству алушевых, которая включает в себя 10 видов длиннокрылых представителей. Обитают алуши исключительно на просторах теплых тропических морей среди континентальных побережий восточной части Тихого океана. Они распространены от Калифорнийского залива вниз к западному побережью Южной и Центральной Америки, вплоть до Северного Перу, где они гнездятся целыми колониями на сухих островах. Но наибольшее их сосредоточение наблюдается на Галапагосских островах. Они очень доверчивы, не боятся людей и легко идут с ними на контакт. Длина тела голубоногих алуш в среднем составляет 75-85 см. Размах крыльев может достигать 1,5 метра. Вес птиц относительно небольшой, примерно 1,5–3,5 кг, причем самки, как правило, массивнее и крупнее. Наиболее яркая и главная отличительная черта данного вида – это необыкновенный цвет ног, который варьирует от светло-бирюзового до глубокого аквамаринового. У самцов и молодых птиц они яркие, а самки отличаются более приглушенными оттенками. Голубизна ног играет ключевую роль в процессе полового отбора и размножения. В брачный период представители мужского пола демонстрируют свои синеватые ноги, чтобы привлечь внимание самки. Средняя продолжительность жизни представителей данного вида 15–20 лет. Голубоногие алуши – это плотоядные морские птицы, рацион которых полностью состоит из рыбы, добываемой в море. Гульдова амадина – это птица семейства вьюрковых ткачек. Гульдовы амадины распространены на севере австралийского континента до 19 градуса широты. Лишь поросший влажными джунглями полуостров Кейп-Йорк не заселен ими. Гульдовы амадины – это очень красочная птица, чье оперение головы может сильно варьироваться. В дикой природе встречаются черно-, красно- и желтоголовые варианты. Цвет голов молодых птиц серый, меняется с достижением половой зрелости. Окрас перьев на голове у гульдовых амадин отражает их темперамент. У большинства этих птиц перья вокруг клюва окрашены в черный цвет. Экземпляры с красным оперением встречаются реже, но ведут себя намного агрессивнее, отгоняя своих черных собратьев от источника пищи. Интересно, что эти представители часто мигрируют, покидая насиженные места и даже своих птенцов, только для того, чтобы не питаться на земле. Дело в том, что с наступлением засухи сухие семена трав, которые наряду с насекомыми являются пищей амадин, высыпаются из своих метелок, и ими можно полакомиться только если спуститься с дерева. А яркие птички этого не любят. Вот и улетают туда, где затянувшиеся дожди не позволяют семенам высыпаться на землю. В засушливых же местах гульдовы амадины могут не появляться годами. Большая птица лира, или обыкновенный лирохвост, это певчая птица, обитающая в Восточной Австралии и в Тасмании. Большая птица лира обитает в умеренных и субтропических дождевых лесах. Лирохвосты хорошо известны из-за поразительной красоты своего огромного хвоста у мужской особи. Ими можно полюбоваться, когда он раскрывает хвост для демонстрации или при ухаживании. Большую часть жизни лирохвосты проводят на земле в лесных кустарниках, заросших папоротником. Сильными ногами они разгребают лесную подстилку и почву в поисках пищи, различных насекомых, червей, моллюсков и наземных ракообразных. Бегают лирохвосты довольно хорошо, а летают мало и плохо. Лирохвосты относятся к так называемым полигамным птицам. В мае-июне, когда в Австралии бывает зима, у этих птиц наступает брачный сезон. Самцы готовятся к этому заранее. Они выбирают в лесу участки площадью до 700 метров в диаметре, на которых устраивают особые токовые площадки. Натуралисты в шутку называют такие площадки танцевальными залами. На полянке самец сильными ногами расчищает площадку. Павшие с деревьев листья и сухую траву он не швыряет в стороны, а сгребает в кучу в центре площадки. Она потом служит ему эстрадой. Малая райская птица – это вид воробьинообразных птиц из семейства райских птиц. Птица обитает в лесах на севере острова Новая Гвинея, а также на близлежащих малых островах Мисаул и Япен. Птица может достигать 32 см в длину. Самцы более яркие и имеют широкий хвост, а самки меньше по размеру и окрашены в коричневые тона. Живут эти птицы в одиночку и довольно редко парами. Малые райские птицы обладают сильным и резким голосом, который часто слышен утром и вечером. Самцы данного вида полигамны и в период размножения собираются в большие группы,
Гнезда малых райских птиц чаще всего располагаются на деревьях высоко над землей. Самки обычно откладывают по 2 яйца розового оттенка с темными крапинами. Основу рациона этих птиц составляют спелые плоды фруктовых деревьев. Нередко малые райские птицы ловят насекомых. Эта птица может доживать до 20 лет. Мандаринка – это небольшая утка массой 400-700 грамм. Исконный ареал обитания расположен в странах Восточной Азии. В России мандаринка гнездится в Амурской и Сахалинской области, а также в Хабаровском и Приморском краях. На севере ареала мандаринка является перелетной птицей. Зимует в Китае и Японии. Эта утка населяет обселенные горные речки со свисающими над водой ветвями деревьев и приречные горные леса. Мандаринка хорошо плавает, при этом высоко сидит на воде с несколько приподнятым хвостом. Питается моллюсками, червями, икрой рыб, семенами водных растений. Гнезда устраивает, как правило, в дуплах на разной высоте, иногда до 15 метров. Реже гнездится на земле. Пара мандаринок называется по-китайски юань-ян, где юань – это самец, а ян – самка мандарин. Символизируют пару на всю жизнь и являются символом верности. Благодаря этому их часто изображают в искусстве. Очковая гага – это редкий вид птиц из семейства утиных. Эти птицы гнездятся на морских побережьях северо-восточной Сибири и Аляски, а также на острове Святого Лаврентия. Зимой, когда вода покрывается льдом, российские очковые гаги отлетают к югу, где есть незамерзающие участки Берингового моря. Это довольно крупная утка с большой головой и массивным телосложением. Длина ее тела от 51 до 58 см, при весе около 1 кг 600 грамм. Селезни очковой гаги в брачном оперении достаточно легко отличить от других видов северных уток по отличительно развитому рисунку на голове. Вокруг глаз имеются большие вздутые пятна, так называемые очки, диаметр которых доходит до 3 см. Летом он перестает быть таким нарядным, даже очки почти сливаются с общим оттенком оперения. Самка этого вида уток не любит переодеваться. Ее окрас круглый год рыжевато-бурый с мелкими пятнышками. Эти птицы питаются насекомыми и их личинками, семенами трав, ягодами и побегами растений. Топорок – это морская птица рода тупики семейства чистяковых. Обитают на азиатском и американском побережье северной части Тихого океана, включая Камчатку, Курилы и побережье Охотского моря, на юге в зимнее время до Калифорнии и Японии. В честь птицы названы остров Топорковый из большой гряды Курильских островов и остров Топорков из группы Командорских островов. Гнездятся колониями по побережьям океана. Топорок – превосходный летун. С воды взлетает тяжело, долго разгоняясь, но в воздухе держится легко, забираясь порой на большие высоты. Хорошо плавает и ныряет. Питается мелкой рыбой и морскими беспозвоночными. Единственное яйцо откладывает в нору, которую роет в мягком грунте или под камнями. Вылупившийся птенец покрыт густым, длинным и тонким пухом, а покидает гнездо полностью оперившимся. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай нам свои интересные истории или фото. Все ссылки в описании.